Привет, меня зовут Фидель, и я веду информационную группу ОШС. Сегодня, пока мы снимаем материал для новых видео, а в программе еще много интересного, я решил ненадолго выйти на связь и рассказать вам о происходящем прямо сейчас в нашем информационном пространстве. Сейчас идет очередная провокация. Вы все о ней слышали? Это история о смерти Сергея Тихановского. И это странная для нас история. План с финансовым конфликтом от Азарова был сорван. Но это не значит, что власти прекратили достижение своих целей. И мы видим, что офис Тихановской не осознает последствия до конца. Они заметают проблему под ковер и спасают Азарова. Но Азаров действительно агент, и никакого плана перемога не существует. 200 тысяч членов – это миф от наших ментов. Инфильтрация агентуры в системе официальной оппозиции очень велика. И цель властей к 2024 году не изменилась. Попытки дискредитации и протеста против диктатуры со стороны спецслужб Лукашенко продолжились. А накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что получила анонимное сообщение о том, что ее муж, популярный блогер и оппозиционер-активист Сергей Тихановский, приговоренный к 18 годам лишения свободы, умер в заключении. По словам Тихановской, она не получала от мужа ни одного письма, а связи с ним не было даже через адвоката. Сразу ряд журналистов получил сообщение о смерти Сергея Тихановского. Информатор был готов предоставить подтверждающий это документ, справку. И канал Нехта попался. А Тихановская была вынуждена комментировать эту новость. И это зря. Буквально сразу же Лукашенко, которому доставляет удовольствие личная курация политических спецопераций против оппозиции, все разболтал. Это была очередная информационная операция по дискредитации оппозиции. Ее идея. Оппозиция запускает фейк о смерти Тихановской перед саммитом НАТО, чтобы использовать его для хайпа на саммите. Мы предположили, что на следующем этапе все вскроется, и оппозиция окажется в дерьме. Ну и рассказывать про преступников, справедливо осужденных за попытку госпереворота в 2020-м, тоже дохлый номер. Кому это интересно? А вот смерть такого преступника, да еще и мужа, ее, лидерки не до протесту, это уж как-никак на имитацию слезы пробьет. А главное, как узнала? Из анонимки. Если что, ну не она же врала, это все анонимка. Мы оказались правы. Да, это была инфооперация. Буквально на днях тот же самый человек, тем же самым журналистом, начал рассылку скриншотов, на которых была якобы переписка с пресс-секретарем Валерия Сахащика. Якобы тот заказал распространение фейка через своего пресс-секретаря и не заплатил за работу. Поэтому исполнитель сливает своего клиента. Не сходится, господа офицеры. Мне странно это говорить, потому что у нас большой список претензий к прошлому Валерия Сахащика и его действиям в настоящем. Но тут явная попытка его подставить со стороны белорусского диктатора. Это неправильно и нечестно. Такие действия, как история с финскандалом Азарова, как вот эта вот провокация со смертью Тихановского, ведут к разрушению борьбы с Лукашенко. Они направлены на то, чтобы мы опустили руки. Провокация была очень хорошо и глубоко проработана. Предоставляемые провокатором данные проходили большую часть проверки информации. Документ был реальным. Мы действительно в этот раз удивлены качеством наката. Глубина проработки материала вполне достаточна для нашей оппозиции. Валерий Сахащик, я обращаюсь к вам. Прокомментируйте, пожалуйста, что эта провокация с рассылкой от вашего имени – чушь собачья. Подтвердите наши выводы. Если что, у них есть все скриншоты и материал переписки. Работаем дальше. Мы победим.